Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Якутия не прощает ошибок. В феврале, когда столбик термометра падает до минус 55 градусов Цельсия, воздух превращается в густой, обжигающий легкий кисель. Деревья трещат от мороза, словно кости древних великанов, а небо становится мертвенно-белым, сливаясь с бескрайними снегами тайги. Сквозь этот белый морок, едва переставляя тяжелые лапы, двигался зверь. Сибирский тигр, хозяин этих мест, сейчас выглядел как призрак самого себя. Его шкура, когда-то отливавшая золотом, покрылась коркой льда и инея. Правая задняя лапа была раздроблена. След от незаконного капкана или неудачной схватки с более удачливым хищником. Каждый шаг пронзал тело вспышкой боли, от которой темнело в глазах. Тигр не знал, сколько километров он прошел. Его вел не голод, желудок давно сжался в пустой комок. Его вела память. В его диком сознании, затуманенном лихорадкой, горел один единственный маяк. Запах дыма, тепло старой древесины и тихий скрипучий голос, который когда-то обещал безопасность. Сардаане было 75 лет, и 50 из них она провела здесь, в долине реки Лена. Ее хижина, срубленная еще ее мужем, давно ушла в землю по самые окна, но внутри всегда было тепло. Сардаана была последним стражем этой земли. Ее дети давно уехали в Якутск, звали к себе, обещали центральное отопление и телевизор, но она лишь качала головой. «Кто будет слушать лес, если я уеду?» — спрашивала она, и в этом вопросе была вся ее истина. В то утро Сардаана проснулась от того, что огонь в печи начал затухать. Старость — это когда ты чувствуешь холод не кожей, а костями. Она накинула тяжелую доху из оленьего меха, поправила платок и взяла ведро. Ей нужно было набрать чистого снега, чтобы растопить его для чая. Когда она толкнула тяжелую дверь, буря ударила ей в лицо. Ветер завывал, словно стая голодных волков. Сардаана прищурилась, пытаясь разглядеть тропинку к поленнице, но замерла. Там, в 10 шагах от порога, из метели медленно проступал силуэт. Огромный, нереальный. Сначала она подумала, что это дух леса, о котором рассказывала ей бабушка. Но духи не оставляют кровавых следов на девственно-белом снегу. Тигр шел прямо на нее. Его голова была опущена, хвост безжизненно волочился. В 2 метрах от женщины он остановился. Их глаза встретились. Янтарный, полный боли взор зверя и карий, мудрый взгляд человека. Тигр издал тихий, хриплый звук, похожий на стон, и его ноги подкосились. Огромное тело рухнуло в сугроб, подняв облако снежной пыли. Сардаана не испугалась. Сердце ее забилось часто, но не от страха, а от узнавания. 2 года назад такая же буря принесла ей подарок. Тогда, обходя селки, она нашла в глубокой яме крошечный рыжий комок. Тигренок, отбившийся от матери, умирал от истощения. Сардаана, рискуя жизнью, ведь мать могла быть рядом, вытащила его, завернула в шаль и принесла домой. Она помнила, как 3 недели выхаживала его, кормила козьим молоком из соски, грела своими руками, шептала ему старые якутские сказки. Она назвала его Арылхан — чистый. А потом, когда шторм утих, на опушке леса появилась тигрица. Она не напала, она просто ждала. Сардаана вынесла тигренка на руках,
и опустила на снег. Малыш обернулся, ткнулся носом в ее ладонь и ушел в вечность леса. И вот теперь, глядя на распростертого у ее ног гиганта, Сардаана опустилась на колени. Ее руки, изборожденные морщинами, погрузились в заледеневший мех на загривке зверя. На левом ухе она нащупала рваный шрам, след от того самого падения в яму 2 года назад. «Арыл-хан», — прошептала она, — «ты вернулся домой». Следующие 48 часов превратились в тихий подвиг. Вытащить 300-килограммового тигра в дом было невозможно. Сардаана сделала единственное, что могла. Она принесла из сарая старые брезенты, шкуры и обложила ими зверя, создав подобие кокона. Она разожгла костер прямо у порога, поддерживая пламя всю ночь, чтобы тепло хоть немного согревало его. Она варила крепкий мясной бульон из своих запасов сахатины. Ложка за ложкой она вливала теплую жидкость в пасть зверя, когда тот ненадолго приходил в сознание. Первая ночь. Тигр метался в бреду. Сардаана сидела рядом, несмотря на мороз, и пела. Она пела о весне, о цветах, которые пробьются сквозь мерзлоту, о предках, которые смотрят на них с северного сияния. Второй день лихорадка начала спадать. Сардаана осмотрела лапу. Рана была глубокой, пошел воспалительный процесс. Она использовала старый метод — припарки из сосновой смолы и коры ивы. Зверь лишь глухо рычал, когда она касалась раны, но не пытался укусить. Он понимал, в этом ледяном безмолвии стерлись границы между видами. Остались только 2 души, пытающиеся согреть друг друга. Через неделю буря утихла, небо очистилось, и над тайгой вспыхнуло изумрудное северное сияние. Арыл-хан смог встать на 3 лапы. Он больше не лежал в снегу. Он обосновался на веранде, которую Сардаана застелила сеном. Он ел то, что она давала ему. И иногда, когда она выходила к нему, он клал свою тяжелую голову ей на колени. Это был молчаливый договор. Он пришел к ней умирать, а она дала ему право жить. Однажды утром Сардаана проснулась и не услышала привычного тяжелого дыхания за дверью. Она вышла на порог. Веранда была пуста. Лишь на свежем снегу виднелись следы, 3 четких отпечатка лап и 1 волочащийся след. Сардаана улыбнулась. Она знала, что он ушел. Тайга звала его обратно. Но на крыльце, на том самом месте, где он лежал, она обнаружила странный подарок — тушу кабарги, которую тигр, хромая, добыл где-то ночью и притащил своей спасительнице. Прошла неделя после того, как Арыл-хан покинул порог Сардааны. Мороз не отступал, он лишь сменил ярость метели на звенящую, мертвую тишину. В такие дни кажется, что сам воздух может треснуть, как перекаленное стекло. Сардаана занималась привычными делами. Чинила старую рыболовную сеть, подбрасывала поленья в ненасытное чрево печи и часто поглядывала на пустую веранду. Ей не хватало его присутствия. Как ни странно, присутствие огромного хищника давало ей чувство защищенности, которого она не испытывала десятилетиями. Но тайга не терпит сантиментов. Каждый должен быть на своем месте. Однако на 10-й день тишина была нарушена не воем ветра, а тяжелым, ракочущим звуком мотора. Сардаана насторожилась. В это время года добраться до ее заимки можно было только на специально подготовленных снегоходах. Вскоре из-за поворота замерзшей реки вылетели 2 черные тени. Это были люди из города.
Не те добрые охотоведы, что изредка заглядывали проверить, жива ли старуха, а другие. На них были дорогие камуфляжные костюмы и современные шлемы. За спинами виднелись карабины с мощной оптикой. «Эй, мать!» — крикнул один из них, заглушая мотор. «Тигра здесь не видела? Крупный, хромает. Мы по следу шли, да пурга спутала». Сардаана медленно вышла на крыльцо, опираясь на посох. Ее лицо, похожее на кору древнего дерева, не выразило ни тени эмоций. «Нет здесь никаких тигров, сынки», — спокойно ответила она. «Только волки воют по ночам, да совы ухают. Откуда в такой мороз тигру взяться?» Один из мужчин, пониже и поплотнее, спрыгнул со снегохода и подошел к крыльцу. Он подозрительно оглядел примятый снег на веранде и пятна, которые Сардаана не успела полностью засыпать свежей крупой. «А это что, кровь?» — он указал на бурый мазок у порога. «Сахатова я разделывала», — соврала она, не моргнув глазом. «Зима лютая, мясо — единственная сила». Мужчина недоверчиво хмыкнул. Он знал, что шкура взрослого амурского тигра на черном рынке стоит целое состояние, а этот экземпляр был особенно ценным из-за своих размеров. Они были браконьерами нового поколения, с GPS-навигаторами, тепловизорами и полным отсутствием совести. Браконьеры не уехали. Они разбили лагерь в полукилометре от хижины, решив, что старуха что-то скрывает. Сардаана видела отсветы их костра сквозь деревья. Она знала, если Арылхан вернется за подарком или просто решит пройти мимо, он попадет в засаду. С его раненой лапой у него не было шансов против винтовок. Весь вечер она молилась. Не богам из книг, а духам гор и леса, в которых верили ее предки. Она просила их увести зверя подальше, запутать следы, напустить на людей морок. Ночью мороз опустился до рекордных минус 60 градусов Цельсия. Сардаана сидела у окна, не зажигая свечи. Вдруг она увидела движение. Из темноты леса прямо в круг света от фонарей браконьеров медленно вышла фигура. Это был не тигр, это была высокая, сутулая тень. Сардаана выбежала на мороз, накинув лишь легкий платок. Браконьеры вскочили, хватаясь за оружие. Их тепловизоры сходили с ума от холода, выдавая ложные цели. «Гляди! Там!» — закричал один. Они открыли огонь. Грохот выстрелов разорвал ночную тишину, эхом отразившись от скал. Но пули лишь сбивали кору с кедров. Зверь, которого они видели, двигался с неестественной скоростью, мелькая между стволами, словно сотканный из самого лунного света. Сардаана видела это иначе. Она видела, как Арылхан, припадая на лапу, заходит к ним с тыла, бесшумно, как сама смерть. Он не рычал. Он ждал. Когда браконьеры в панике начали перезаряжать карабины, из ледяной мглы раздался такой рев, что у людей заложило уши. Это был не просто голос животного. Это был голос самой тайги, требующей расплаты за нарушенный покой. Один из мужчин от страха выронил винтовку в глубокий снег. Тигр возник перед ними на мгновение, огромная, дышащая паром гора мышц и ярости. Он не напал. Нет. Он просто ударил лапой по рулю одного из снегоходов, превращая пластик и металл в крошево, а затем снова растворился в темноте. Этого хватило. Оставшуюся часть ночи браконьеры провели, сбившись в кучу у затухающего костра, паля в воздух при каждом шорохе. На рассвете
Трясясь от ужаса и холода, они кое-как завели уцелевшую машину и на предельной скорости умчались прочь, навсегда забыв дорогу к этой заимке. Когда солнце, холодное и тусклое, поднялось над горизонтом, Сардаана вышла к опушке. Она знала, что он там. Арэлхан стоял на скалистом выступе, глядя вниз на долину. Его рана на лапе затянулась, но он навсегда останется хромым, вечное напоминание о жестокости мира людей. Он обернулся на скрип снега под ее валенками. В этот раз он не подошел близко. Между ними было около 20 метров. Дистанция уважения. Сардаана подняла руку, ладонью вверх в древнем жесте мира. «Иди, Арэлхан», — прошептала она, и ветер донес ее слова до зверя. «Твой дом, горы, мой дом здесь. Но мы с тобой одной крови, рожденные в снегах». Тигр издал короткий глухой звук, прощальный салют своей спасительницы. Он развернулся и легкой, несмотря на травму, походкой пошел вверх по склону, пока его рыжая шкура не слилась с золотистыми лучами восходящего солнца. С тех пор прошло еще 2 зимы. Сардаана стала совсем слабой, она почти не выходила из дома, проводя дни у печи. Но она больше не была одинока в своих мыслях. Каждый раз, когда за окном начиналась буря, она знала, где-то там, среди ледяных скал, живет огромный дух, который помнит тепло ее рук. Иногда утром на пороге она находила свежую добычу, то зайца, то косулю. Она больше не удивлялась. Это была дань, налог на жизнь, который хищник платил человеку, вернувшему ему право дышать этим колючим ледяным воздухом. Якутия по-прежнему оставалась суровым местом. Здесь по-прежнему замерзали птицы на лету и трескались камни от холода. Но в одном маленьком окне, затерянном в океане тайги, всегда горел свет. И пока этот свет горел, тигр знал, что у него есть дом, а женщина знала, что ее жизнь, прожитая в тишине и молитве, имела великий смысл. Ведь спасти одну жизнь значит спасти весь мир. Даже если эта жизнь принадлежит зверю, чье сердце горячее, чем огонь в самой старой печи.